Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем здравия и мира в душе. Из своего сердца посылаю каждому человеку на земле свет божественной любви. Сегодня мы начинаем агрогороскопы на апрель 2022 года. Но прежде всего процитирую одно сообщение. Вот кусочек из него. Вы весь 2021 год говорили, что нужно заранее готовиться к посевной 2022 года. И вы говорили, что будет массовый исход из городов. Теперь понимаем, что действительно из городов разных стран будут уходить люди в сельскую местность и по разным причинам. Мои родные одни из таких. У нас такая просьба. Готовьте, пожалуйста, видео на апрель 2022 года в первую очередь о посевах быстро созревающих культур. Нам надо в короткие сроки вырастить витамины для себя, а также для своих родных. Они уже приступили к строительству теплиц и всего, что было доступно на нашем хоздворе и других. И мы хотим получить урожай витаминов, ведь у нас нет времени на испытания, а одна надежда на вас. Ну что ж, выполняем вашу просьбу. И очень правильно делаете, что объединяете свои силы, ресурсы, усилия. Стройте, пожалуйста, разные теплички, чтобы в короткие сроки действительно вырастить зеленые культуры. Это будет в первую очередь подспорье к вашему меню, к вашему питанию. Теплицы вам будут нужны, потому что весна будет холодной и длинной. Все разговоры о том, что ранняя весна, это все был обман настоящий, своеобразный. А теперь, пожалуйста, приготовьтесь. Начнем наш агрогороскоп. Первый агрогороскоп для посева семян, салатов, зеленых культур, капуст в апреле 2022 года. Рассмотрим первый такой период, и это время растущей луны в знаке Телец. Здесь практически вы можете любые зеленые культуры, в том числе капусты, высевать, высаживать, у кого готова уже рассада. Этот знак подходит для любых культур. И начинается этот хороший период 3 апреля с 10 часов. До этого времени у нас будет время гекаты. В гекату ничего не сеем и не портим семена. Итак, с 10 часов 3 апреля до конца суток можно различную зеленушку и семена капусты на рассаду высаживать, высевать. 4 апреля все 24 часа. 5 апреля сразу же предупреждаю, будьте внимательны. 5 апреля луна без курса начинается в 4 часа 55 минут и заканчивается в 6 часов 44 минуты. Затем время перехода в другой знак. Тот знак не подходит для посевов зеленых культур и капусты. Следующий период очень хороший, это время луны, растущей луны в знаке Рак. 7 апреля с 19 часов вечера начинается и до конца суток. 8 апреля все 24 часа. И опять же 9 апреля переход луны из первой во вторую фазу в 9 часов 47 минут. Плюс-минус 12 часов к этому периоду. Теперь вы видите, что 9 апреля выпадает для посевов. Это то же самое, что маленькое новолуние или полнолуние. Очень стрессовая ситуация и результат, к сожалению, не получаем. Ну а 10 апреля луна без курса с 4 часов 3 минут и до 7 часов 00 до момента перехода в другой знак. Итак, мы разобрались уже и с другим периодом. Идем дальше. Хороший период для посева семян шпината. Кстати, шпинат очень быстро растет, не формирует большую корневую систему, она небольшая. Нам нужна зеленушка, витамины. Кстати, и листовой салат тоже можно использовать, тоже очень быстро получаете результат. Тем более, что сейчас очень много различных листовых салатов. Выбирайте то, что у вас есть, высевайте семена 10 апреля с 8 часов утра до конца суток, 11 апреля все 24 часа, 12 апреля с 0 часов и до 12 часов дня. Далее у нас будут уже энергии спящей луны. Луна без курса с 13 часов 19 минут до 17 часов 8 минут. Вот это у нас вот такой период
Здесь больше подходит шпинат и листовой салат. Другие культуры во льве лучше не сеять, не высаживать. Вот такую зеленушку можно здесь получить при посеве вот эти 3 дня, проведя посевы в эти 3 дня. Далее еще один период у нас, очень короткий, к сожалению, это скорпион. Конечно же, зелень получается сочная. Это сразу же после сожженного пути полнолуния. Завершается этот путь полнолуния в 21 час 55 минут 18 апреля. Ну и вот можно уже с 22 часов до конца суток сделать такие небольшие посевы. Или это на рассаду, или же посеять, если есть уже теплица, можно и в теплицу. Старайтесь все-таки через рассаду. В доме тепло, потому что холодные периоды будут продолжаться. И будут резкие перепады, вот эти качели своеобразные. И тепло, и очень холодно. Далее 19 апреля не используем утром, потому что Луна без курса будет с 2 часов 57 минут до 5 часов 17 минут. До момента перехода в другой знак. Луна перейдет и будет находиться уже в знаке Стрелец. Но, к сожалению, Стрелец не дает нам изобилие той зелени. Она быстро очень растет, но вытягивается и зацветает быстро. Поэтому я Стрелец пропускаю. А вот уже Козерог, убывающая Луна, это у нас как раз перед переходом Луны из 3-й в 4-ю фазу. Это очень хороший период, который можно использовать и для вершков, и для корешков. Поэтому 21 апреля можно с 8 часов сеять до конца суток, 22 апреля все 24 часа. Очень хорошо получается тоже в это время капусты. Так что эту подсказку используйте. Ну и напоминаю, 23 апреля мы не используем для посевов. Это маленькое новолуние или полнолуние, стрессовая ситуация, переход Луны из 3-й в 4-ю фазу состоится он в 14:36 плюс-минус 12 часов. И у нас этот период выпадает. Следующий период у нас еще один. Это чисто для зелени. То есть салаты можно посеять, можно шпинат, еще какие-то зеленушки, что у вас есть, то, что быстро растет. Снова же каждый смотрите, что вам доступно. Можно использовать и этот период. Это как раз после перехода Луны из 3-й в 4-ю фазу. Это еще до Гекаты время есть у нас несколько дней, поэтому можно использовать 25 апреля с 14 часов до конца суток. 26 апреля все 24 часа, 27 апреля с 0 часов и до 15 часов. Затем Луна без курса из 16 часов 38 минут до 19 часов 10 минут до момента перехода Луны в знак Овен. И затем у нас новолуние 30 апреля в 23:29. Ну, в разных регионах у кого-то будет 1 Ну что ж, мая. сегодняшний выпуск уже подошел к завершению. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Время киевское, оно сейчас уже выровнялось с московским, поэтому легко будет определить время своего региона. И еще очень важная такая подсказка. Все посевы, все работы с растениями проводите в мирном состоянии, в состоянии покоя, гармонии и любви. Любви к земле, к себе в первую очередь, любви к окружающему пространству. И тогда ваши растения, это юные души, дадут вам прекрасную энергию, хорошие зеленые листики, хороший урожай, и вас порадует и насытит вот этой позитивной солнечной энергией и дадут новую силу. Мира всем вам! Мира, мира, мира!